Пессимисты против оптимистов. Разные башни Кремля заговорили на разных языках. Помощник Путина оспорил представителя российского МИДа. Кого отправят в отставку? Агрессор завяз на фронте и может отчаяться на крайний шаг, считают на Западе. Чего ждать от Москвы? Эффект Мадуро. Еще один диктатор испугался удара США и исчез. Журналисты узнали, где он прячется и кто его заменяет. Зеленский в ударе. После форума в Давос президент Украины выступил с не менее исторической речью. О таком агенте ЦРУ могло бы только мечтать. К ЧП, которая оставила без света ключевую базу военно-морского флота России, имеет отношение клан Путина. Войны нет, а солдаты гибнут. В Казахстане новая трагедия. Обыск во дворце. Украинские следователи пришли к народному избраннику. Первая жертва новой вспышки смертельного вируса. Врачи пытаются не допустить пандемии. Об этих и других событиях к утру понедельника, 26 января. Самые важные и срочные новости в эфире «Нехта». Украина, Россия, Беларусь и мир. Быстро, четко, по делу. В Москве опять перепутали методички. МИД заявляет одно, Кремль другое. Заместитель Лаврова Сергей Рябков отрапортовал ТАСС о возвращении к нормальности отношений между Россией и Соединенными Штатами. То есть, наряду с фокусировкой на экспертном уровне наших обменов произошло, если хотите, возвращение к нормальности. В том смысле, что такого рода рабочие контакты проводятся в столицах, то есть в Вашингтоне и Москве. В то же самое время пресс-секретарь Путина заявил нечто противоположное. В интервью Зарубину Дмитрий Песков пожаловался на хозяина Белого дома. Методы, к которым он прибегает, они не совсем корреспондируются с нашими подходами о многополярном мире. Трамп все-таки является сторонником решения всего через коленку. По-русски он говорит, что решение через силу. По-нашему это решение нагибать через колено. И те, кто нагибаются, они будут дальше нагибаться. Может быть, Рябков это и имел в виду? Может, они в таком положении лучше понимают? Как думаете? В европейских столицах всерьез обсуждают риск того, что при затяжной войне Россия может пойти на применение химического оружия против украинских военных. Об этом пишет The Times. На фоне постоянных ядерных угроз Путин почти не говорит о химическом оружии, и именно это, по мнению экспертов, настораживает. Бывший командующий британскими силами Ричард Барнс считает, военные выгоды это почти не даст, зато создаст риск ответного удара. Но соблазн у Кремля все равно может возникнуть. Факты уже есть. По данным Украины, российские войска более 9 тысяч раз применяли химические вещества на поле боя. Причем почти 70% эпизодов произошли как раз в прошлом году. Речь идет не только о слезоточивых газах CS и CN, но и о хлорпикрине, удушающем агенте времен Первой мировой. Нидерландская и немецкая разведки называют его использование России обычной практикой. Украина утверждает, как минимум трое военных погибли от воздействия химии. Москва утверждает, что уничтожила запасы еще в 2017 году, но на Западе в это не верят. Примеры использования новичка в Солсбери и при отравлении Навального. Вывод простой. Химическое оружие у России есть. И вопрос лишь в том, решится ли Кремль перейти следующую черту. Многие махнули рукой после того, как Трамп не реализовал свои угрозы ударить по иранскому режиму в ответ на стрельбу по протестующим. Но в стране есть кто-то, кто не сбрасывает обещаний президента США со счетов. И это Аятолла Али Хаминеи, который неделю не показывается на публике. По данным The Jerusalem Post, так называемый верховный лидер перебрался в подземный бункер в Тегеране из-за опасений возможного американского удара. Укрытие представляет собой систему защищенных тоннелей в столице. Пока Хаминеи скрывается, повседневное управление, как утверждают источники издания, взял на себя его сын Масуд. Он стал основным каналом связи с правительственными структурами и фактически координирует работу режима. Тем временем американский флот все ближе к Ирану с Венесуэлой. Все начиналось также. Сначала корабли с самолетами и вертолетами на борту, несколько месяцев на подготовку, а потом эффектная 30-минутная операция в Каракасе. И теперь, чтобы не попасть в камеру к Мадуро или не быть закопанным в землю, Аятолле пришлось самому уйти под землю. Вот такой парадокс.
Кремль достал из кармана мятого туза. Один из главных путин-ферштейеров Европы снова, так сказать, вышел в эфир. Герхард Шрёдер призвал перестать демонизировать Россию и восстановить энергетическое сотрудничество с Кремлем. В колонке для Berliner Zeitung бывший канцлер Германии признал, что вторжение в Украину – это нарушение международного права, но заявил, что Россия не страна варваров, а Германия должна помнить немецкий позор 2 мировых войн и искать возможности мира, а не говорить о военной силе. Шрёдер также выступил за возвращение дешевых российских энергоносителей, подчеркнув, что Европе нужны формы сотрудничества с Россией. Чего еще можно ожидать от старого друга Путина, который после канцлерства заседал в структурах, связанных с российскими газовыми и нефтяными гигантами. В МИД Украины ответили без дипломатии. Спикер ведомства Георгий Тихий напомнил, что именно Шрёдер подсадил Германию и Европу на газовую иглу Путина и помог Москве подготовиться к войне. Сегодня эта игла торчит только из него самого. От него пахнет российским газом, а на его руках украинская кровь. Пока Лукашенко куда-то пропал, Зеленский заговорил о Беларуси. Президент Украины встретился в Вильнюсе с президентами Литвы и Польши, а также со Светланой Тихановской. Вместе они приняли участие в церемонии памяти антироссийского восстания на территории бывшей Речи Посполитой 1863 года. Повстання, яке підтвердило, що наша доля бути разом, а наш успіх українців, поляків, литовців, білорусів може бути тільки спільним успіхом. Рівно настільки, наскільки ми разом можемо бути незалежними. У нас один ворог, і це триває вже більше ніж 4 роки повномасштабної війни. Беларусь, по словам Зеленского, теперь имеет статус генерал-губернаторства. Поки що білому шпіцу Лукашенка залишено більше прав, ніж народу Білорусі, на жаль. Був шанс у 2020 році, щоб це змінити, і, я впевнений, буде ще шанс. Але тоді підтримки для Білорусі було просто недостатньо. Владимир Зеленский отдельно поблагодарил белорусов, которые сражаются на стороне Украины за ее независимость. В Мурманской области власти 3 дня не могут справиться с блэкаутом и вынуждены были ввести режим чрезвычайной ситуации. По словам губернатора Андрея Чибиса, в связи с затяжным характером аварии ЧП возникло не из-за происков НАТО или ВСУ, а из-за обрушения нескольких опор ЛЭП. Некоторым из них было по 60 лет, и они давно должны были быть заменены. И тут прослеживается некоторое участие клана хозяина Кремля. Губернатор обвиняет Россети, а те возглавляет Андрей Рюмин. А в итоге без света в Мурманской области остался и закрытый городок Североморск, где находится одна из главных военно-морских баз России. Премьер Чехии жестко закрыл тему возможных поставок боевых самолетов Украине. По словам Андрея Бабиша, передачи Л-159 нет и не будет. Вопрос окончательно снят. Поводом для скандала стали слова начальника генштаба чешской армии Карела Ржехки, который допустил передачу 4 истребителей в рамках военной помощи. До этого министр обороны Яромир Зуна, представляющий новую правительственную коалицию, которая скептически относится к Украине, заявлял обратное. Самолеты отдавать нельзя. Бабиш назвал ситуацию ненормальной и дал понять, что армия не должна спорить с политическим руководством страны. Интриги добавили и слова президента Чехии. Генерал Петр Павел ранее тоже говорил о возможной передаче Украине самолетов для борьбы с БПЛА. У чешской армии есть 24 учебно-боевых Л-159, и передача части из них никак не ослабила бы обороноспособности страны. Но, как теперь ясно, для Украины этот парк недоступен. Украинские следователи пришли еще к одному народному избраннику. На этот раз речь идет не о члене Верховной Рады, а о депутате Береговского районного совета Закарпатской области. Но живет он в настоящем дворце. И эти фото настоящие, в отличие от некоторых недавних мемов об обыске у Юлии Тимошенко. По данным прокуратуры, в декларации за 2022 год депутат забыл указать имущество на более чем 8 миллионов гривен. Правоохранители считают, что речь идет
не просто об ошибке, а о легализации средств, полученных преступным путем. Теперь депутату грозит уголовная ответственность. Вот Янукович со своим батоном давно удрал в Россию, а мода на стиль золото-бриллианты у определенной части политиков не проходит. Старая проблема никуда не делась. В армии Казахстана снова гибнут солдаты. В Усть-Каменогорском гарнизоне во время несения караула погиб срочник. Трагедия произошла в пятницу, но в Министерстве обороны официально факт подтвердили только спустя пару дней. Одной из воинств частей Усть-Каменогорского гарнизона во время несения караульной службы военнослужащий срочной службы совершил самовыстрел из закрепленного за ним оружия. От полученных ран он скончался. Иных деталей в ведомстве не привели. По факту гибели возбуждено уголовное дело. И хоть Казахстан не участвует ни в каких войнах, за последние несколько лет в стране погибло почти 300 военнослужащих. Почти сотня из них – это суициды. Родственники срочников не раз жаловались на проблему неуставных отношений в армии. В ответ – задержание. В начале июня Токаев внезапно отправил в отставку прежнего министра обороны, и кому-то могло показаться, что это реакция президента на протесты. Но буквально через несколько недель Руслану Жаксылыкову нашлось теплое местечко в Совете безопасности Казахстана. Новый министр Даурен Касанов еще недавно цинично комментировал ситуацию. Могли бы прокомментировать? Вообще в курсе, что у нас каждый месяц или чуть ли не каждую неделю умирают люди? Да вы что? Солдаты. Да вы что? Вам смешно? Нет, серьезно, вам смешно? А солдаты в армии Казахстана продолжают гибнуть. Новая вспышка смертельного вируса. На этот раз не в Китае, а по соседству. В Индии зафиксировали очаг патогена Нипах, одного из самых опасных в мире. В штате Западная Бенгалия выявили 5 случаев заражения, 3 только за эту неделю. Среди заболевших врач, медсестра и сотрудник медучреждения. Власти срочно изолировали около 100 человек, 30 из них под усиленным наблюдением. 2 медсестры частного госпиталя недалеко от Калькутты заболели после контакта с пациентом, который умер до проведения анализов. У них высокая температура и тяжелые проблемы с дыханием. Обе впали в кому и находятся в реанимации. Состояние крайне критическое, подтвердили в департаменте здравоохранения. Вирус Нипах передается от летучих мышей и через зараженные продукты. Он вызывает отек мозга и тяжелую пневмонию. Летальность от 40 до 70%. Ни вакцины, ни надежного лечения не существует. Всемирная организация здравоохранения давно относит Нипах к числу приоритетных угроз. Последние вспышки в Индии фиксировали в 2023 и 2024 годах с погибшими. Сейчас власти пытаются не допустить развития худшего сценария, но сообщается уже об одной жертве. А в прошлом выпуске мы вам рассказывали о новом американском секретном оружии и о таинственном исчезновении Лукашенко, о том, какого вида техники почти полностью лишилась Россия, и то, как украинские дроны вырубили свет сразу в нескольких регионах страны-агрессора. Посмотрите, если не видели. Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего важного, и приглашаю на вечерний выпуск.